Жесткий махач в 11-м туре. Не на жизнь, а на смерть. От этой партии зависит, кто станет претендентом. Фабиано Каруана белыми против Джавахира Синдарова черными. Надвигает пицца-мастер коня на f3. Джавахир отвечает d5. Мы согласны перейти в любой дебют. Рети, ферзевой, гамбит. Или может Каруана психанет, вообще e4 двинет. В гамбитном стиле. c4. На доске у нас дебют Рети. Прочный ответ e6. g3, каруанить этого слона белопольного. По теории все у нас тут в порядке. Соперники развивают свои фигуры, готовят плов, а кто-то пиццу. Но не обошлось также без дебютных сюрпризов со стороны Синдарова. Конь с поля e5 атакует пешку c4, плюс активизировался слон, который посматривает на поле b7. В этой позиции Джавахир играет конь c6, предлагает пешку на размен. Лучше ничего не придумаешь, и Каруана, конечно же, не придумал. Забрал коня на поле c6 и после взятия объявил вилку ферзю и слону. Аккуратненько ферзючка отходит, шах, забрал. По позиции имеем сдвоенные пешки у черных, открытую линию b, по которой ладья может заехать, по самые не балуй, и примерно равную позицию. Вот здесь Каруаныч начинает удивлять. Он сыграл слон e3, допустил ход слон g4 сразу. Вместо этого лучше было бы сыграть ферзь c2, например, вот так, чтобы атаковать слабую пешку c4, не подставлять своего слона, не создавая себе потенциальные сдвоенные пешки. Ферзь c2 был лучше ход, но все же играют партию они, не мы. Наблюдаем слон e3. Синдарит своего коня на d5, чтобы сдвоить пешки на поле e3. Дабы не наделать себе проблем, ферзем Каруана отходит на c1, чтобы поддержать этого неудобного, непутевого. Ладейка выходит на b2, нападает, чтобы после взятия слона на поле e3 предоставить Куруване выбор: сдвоить пешки или потерять пешку. Сдвоишь пешки, почешешь орешки, зевнешь пешку, партия будет в спешку. Конь c3 развивает коня, и вот здесь вскрывается слабость хода слон e3. Сдваивать пешки не захотел, решил пожертвовать пешку на поле b2. Синдаров ее с радостью кушает. Имеет лишнюю пешку на поле c4. Очень классно было бы двинуть на c5, разменять этот полусветлофор и двигать свою проходную вперед. Как оно будет, давайте смотреть. Ну а ты жми мне лайк авансом. Эта партия тебя не подведет, тебе понравится. От этой партии многое зависит. Если Фабиано победит, за Синдаровым гонится Ваниш Гиря. А если не победит, не получит очко. Активная ладья вторглась на поле b2. Каруана решает ее сразу подменять. Подменялись, сели, встали, обосра. а6, чтобы не было никаких коней на поле b5. Легенько f3 и слон d7. Кстати, в этой партии по времени проседал уже Джавахир. Все мы помним первую партию, где Каруана отлетел с треском из-за того, что зависал, как спелая вишня. А в этой партии что-то у Джавахира тайм-менеджмент страдал. Но все же потом все стало хорошо. Король пододвигается на поле f2, чтобы защищать ферзя. Слон c6, чтобы не было никаких приколов с конями, с пешками. Но подумал кучерявый и двинул сразу d5. Пользуется тем, что нельзя забрать эту пешку, так как будет взятие ферзя просто связка. Слоном брать тоже плохо из-за того, что просто конь d5 бить этого коня нельзя. Без фигуры, без ферзя, поэтому Синдаров играет правильно. Единственный ход слон d7, чтобы на взятие пешки на e6 забрать слоном. И в этой позиции Фабианчик решил отомстить. За поле b2 оккупировал поле b7. Вот так вот. Нападает на пешечку c7. Джавахир защищает свою пешечку. Она лишняя. Конь e4 на. Горде тебе получи. И ферзь d5. Нападает на ладью. Отдает пешку на поле c7. Разменялись. Ладья c7. У Джавахира лишняя пешка. И вот здесь аккуратно. Здесь он продумал минут 15 над своим ходом, несколько раз подымал руку на пешку e6 и все же решился двинуть ее вперед. Расставил Каруванычу легкую ловушку для третьеклассника. Если здесь белые сыграют ферзь g5, чтобы использовать просто вот эту вот связку, дать шах конем на поле f6. Шах на f6, шах сюда и ферзь улетел. Для пацанов за гаражами это серьезная ловушка, но для Джавахира, для любого претендента в этом турнире, это все пыль в глаза. После ферзь d4,
ферзь бы просто отступил назад. Поэтому такие ловушки не заходят. После хода Е5 мистер Пицца Каруана сыграл свой единственный ход в своем духе убрать фигуры из доски и создать дефицит по позиции. Ферзь c5 предложил размен ферзей. Джавахир говорит, если хочешь меняться, меняйся, но только на моих условиях. Забрали на d5, слон d5. Лишняя пешка у черных, более-менее адекватный слон. У белых конь тоже хороший и активная ладья. Позиция на 3 результата. С небольшим перевесом у белых. Конь отступает на c3, атакует слона. Слон пошел на e6. Пора бы как-то отыграть профуканную пешку. Карвана начинает план захвата пешек. Нападает на e5. Надо ее как-то защитить. Джавахир играет ход f6. Ладья c6, атака на слона и на пешку. Поэтому будь добр, верни, иначе я начну считать проценты. Поставлю тебя на счетчик. Король защищает слона, тем самым подтягивается к центру. И Карувана тырит пешку на a6. Пошла активная ладья где-то мстить за поле b7 на поле b2. Тогда шах выгоняет, приглашает на бой черного короля. Король двигается сюда. И ладья e7 выставляет счет слону на поле e6. Ладья b6 укрепили своего слоника, важная фигура, и белая пехота рыпнулась в атаку. Огрызается черная пешка на h5, чтобы команда не волновалась. И после взятия этой пешки Джавахир не берет ее взад, потому если ты будешь брать, пойдет еще одна позиция никудышняя, проходная, лишняя пешка, король отрезан, оценка позиции плюс 2,5. Но после взятия король h6 не усугубляет Джавахир свою ситуацию. Белый батя подходит на d2, чтобы как-то помочь своей проходной пешке. Борьба идет, ребята. Бабки на кону, почет, уважение и возможность сыграть с индийским Алиэкспрессом. Гукешем Дамараджо слон на f5, чтобы как-то ограничить этого короля. Ладья c7, пешка c4 нуждается в нашем внимании. Слоник просто отходит, защищает, король подошел. Тогда сюда тебе шах, и побежал король вместе со своей пешкой ставить себе нового ферзя. Будет ли здесь ферзь? Сейчас узнаем через несколько минут. Синдаров уже предлагает размен ладьи. Конечно, если разменять ладьи, черный слон из поля d7 будет просто ограничивать этого коня. Пешка h5 пойдет. И за счет активного короля черные имеют хорошие шансы. Но Каруана уклонился от этого размена, сыграл ладья c6. Он играет на победу. Чтобы как-то остаться на плаву, ему надо только победить. И дальше ребята будут страдать в цейтнотах. Слон f7 отступил слоном. А4 двинул Фабиано свою пешечку. Ладейка сразу же ее стопорит. Король b2. Через a3, b4 как-то помогать своей пешке, чтобы двигать ее просто вперед. Конь, пешка, ладья, король. Все фигуры идут в ферзи. Король забирает на h5. И вот в этой позиции Синдаров играет 6 ходов подряд лучших по компьютеру. Ну просто какой-то чип ему вшили. Или допинг, двойная порция плова с магнусятины. Ладья b7, чтобы дать вилочку на коня, забрать его отсюда, а то слишком уж он воняет. Конь b5 пошел сюда, и король решается двинуть на поле e3, потом на d2, чтобы провести свою манюню. Ладья c5. Вилка на поле d6 не страшна, так как просто будет ход ладья b3 и ладья e2. Король f4 сюда. Белая пешка начинает движение, король e3. Король пришел разбираться с вот этой вот пацанвой. В рукопашку. А6. Пешечка идет вперед, и Джавахир играет сильнейший, единственный ход ладья b6, чтобы после а7 дать шах белому проказнику и контролировать эту пешку со спины. Слон e8, атакуем этого коня, и после ладья c7 Джавахир немножко ошибается, он бьет пешку на поле e2. Но на самом деле лучше было бы забрать этого коня и после король b5 сыграть ладья c1, король e2, g5. В будущем можно просто отдать ладью за эту пешку, если король вздумает подойти, а своим королем расчистить дорогу для продвижения своих ферзей. По-прежнему игра на 3 результата. Не смотрим мы на оценку компьютера, так как у шахматистов движка под рукой нет. Но в партии же было после ладья c7, король e2. Маленькая неточность. Чтобы играть на победу, Карване необходимо было бы брать пешку на g7, удваивая количество лишних пешек. Дальше взятие на b5 уже было бы ошибкой, так как после того, как король заберет, ладья а1 и черные проигрывают.
Но Каруана играл в своем фирменном стиле. После король Е2 он шуганул этого короля, конем дал шах на поле С3. Король забрал еще одну пешку и ладья G7. По-прежнему у черных лишняя пешка. Е4 двигает Джавахир, и Каруана еще раз упускает возможность тяпнуть эту пешку. После взятия королем было бы просто ладья Е7, король d4, например, забрал тут, и после ладья d8 на доске у нас битая ничья. Ну, если, конечно, играть точно. Поэтому после хода Е4 Каруана напал на пешку, и Джавахир в этой позиции, можешь поставить видео на паузу, находит единственный сильнейший ход, который спасает эту партию и дает возможность даже как-то на победу сыграть. Пока ты смотришь лучший ход, можешь поставить видео на паузу, также можешь поддержать канал, поддержать автора, если нравятся мои разборы, ссылочка в комментарии. Кстати, огромное спасибо Максу. Макс герой этой недели. Макс Абдуллаев красавчик. Итак, лучший ход в этой позиции f5. Отдать слона на поле e8. И после того, как белая ладья забрала слона на e8, черная ладья забирает пешку. Следует нападение на пешку f5. Сзади зашел как крыса. Ладья h7, чтобы полностью убить белую пехоту. Ладья f5 шах. Король g2 двигает Джавахир. Король e4. Расчищаем эти все пешки, чтобы не было здесь проблем. Король h2. Конь f6 еще как-то на ладейку здесь. Зу решил ко мне лезть. Ладья c7. И вот здесь коренной американец предложил покушать пиццу. Давай покушаем. Король c5. И Синдаров еще двинул пешку на c3. Получил шах. И после король g3, конь e3. У белых недостаточно материала для мата. Ничья. Вот мы имеем, ребята, турнирную таблицу. Чтобы как-то изменить исход турнира, Джавахиру надо все 3 партии проиграть, а Гири необходимо все 3 партии выиграть. Против того же Джавахира тоже. Получится ли не проиграть 3 партии? И получится ли в Гире их выиграть? Вопрос остается открытым. Скорее всего, нет. Молодым дорогу, а ты можешь посмотреть вчерашнюю партию. Топчик, как Синдаров с Магнусом встречался. Это даст тебе ответ. А смог ли бы Синдаров победить Магнусятину? Всем хороших выходных.